Бум. Включение. Короче, приехали закупаться в мегамаркет. Что-то типа Ашана. Ага. В общем, буду показывать спереди, не буду показывать нас. В общем, вот вход, и мы пойдем туда. Окей, baby, let's go. Say hello, baby. Привет. Привет. В общем, включу уже, когда туда внутрь зайдем, пока не буду снимать. Берем телегу и поехали. В общем, продолжаем. Вот цены, например, на гель для душа пол-литра 92 тысячи, 102 тысячи за одно. В принципе, чтобы узнать в рублях, умножаем просто на 3 и получается цена. Да. Куча зубных щеток, но это все для отеля, я думаю. Обычные зубные щетки у нас по 13 тысяч, 45 рублей, в общем. На 3, если умножать, может больше получается, 50. So you want to take this? You should check the biggest price. The small price is for... Две зубные щетки 47, 150. Если удобно, я могу говорить, в принципе, в долларах. Сейчас доллар в вьетнамский донг это 23 тысячи. То, да, соответственно, зубная щетка 2 доллара. Ну, две зубные щетки. Видимо, у них какая-то реконструкция идет, закрыт. Они только-только все начинают открывать. Новый торговый центр. Женский отдел, нам это сюда не надо. Холод давно этим уже не пользуется. 9 месяцев примерно. Okay, what do you find, baby? Короче, куча детского питания. Например, что здесь? Без цен. Пока без цен. Короче, они продают еще такую штуку, это добавление какой-то к еде. Понятия не имею, что это. Не знаю, насколько это вкусно. В общем, цены на стиральные порошки, например, на Tide. Tide. 172 за... Сколько это? Большой какой-то мешок. Не знаю, сколько килограмм. Это 5 килограмм. 5 килограмм порошка. 170 тысяч. Короче, это сколько долларов получается у нас? Делим на 2. И, блин, с математикой очень плохо. 8 долларов, короче, практически. 8 долларов, да, но считайте, сколько это на рубли. Взяли маленький порошок, чтобы всю машинку не крутить. Хо иногда моет руками. В общем, мелкий стоит всего 32, ну, в районе доллар 30 примерно стоит. Окей. Алкашка. Типа набор сидров. Яблочный сидр, 24 бутылки. 398. Практически 18 долларов. В общем, еда. Кошачья еда. В общем, включусь попозже. One more time, babe. Короче, пришли к алкоголю. Сколько стоит Duards White Label? Бам. 67 тысяч. Короче, в районе 28 долларов. Не знаю, сколько это. Пиво. Сайгон. Сайгон Special. 12 тысяч. $0,5. Считайте, сколько? 30 рублей получается. Сайгон Лагер. 10 тысяч. Ну, чуть меньше $0,5. Центов 40, наверное. На рубли, я не знаю, рублей тоже 30. Всякие ларьки. В общем, все цены, они примерно одинаковые, в районе 10 тысяч. Всякие разные сорта пива и так далее. Покажу поближе, если будет интересно, можете посмотреть. Окей, боды. Red Bull, энергетики.
Не 8 тысяч. В общем, маленький, как в Таиланде, в принципе. Ну и обычные Monster Energy, как в России, они по 27, чуть больше доллара. Ну, 70 рублей за маленькую. В общем, ладно, пойдем искать Хо. Хо уже набрала, короче, алкоголя. Не, это не наша телега. Она уже далеко ушла. А, импортная. В общем, Корона 37. Чуть больше $1,5, ну 100 рублей, наверное. Перон. Такое пиво я пил в Италии, оно на самом деле там дешевое, а здесь оно 63. Блин, практически $3 за 0,3, ну до хера. Такое пиво, Лифе. Чанг есть. Сколько чанг здесь стоит? 18 тысяч. Чуть меньше доллара. Викинг. Вот это пиво, я думаю, что оно русское на самом деле. Белый медведь. Да, и оно здесь стоит 49 тысяч, $2. 120 рублей. Или я ошибаюсь. Или не ошибаюсь. Хорошо, ладно, пойдем дальше. Всякие сладости, конфеты. В общем, поделка Орео. Поделка Орео стоит здесь всего 6 тысяч. Блин, это 20 центов. Очень дешево. Я не знаю, умножайте на 3, это считай 24 рубля. Оригинал Орео стоит 14. Ну, рублей 45. Приехали в пекарню. Любимое занятие выпечка, потому что она сама печет. $1 за такой батон. В общем, вьетнамцы, они по сути не любят вообще хлеб. Они его постоянно мешают с какой-то хренью. Похожим на типа курицу, что ли, или мясо. Я не знаю, но хотя встречаются, вот, например, вот такие вафли с шоколадом. Сейчас попробую что-нибудь типичное вьетнамское найти. Орехи. Короче, дофига всего для выпечки. Миндаль. Миндаль большая упаковка стоит 308. Ну, практически 1200. Миндаль только уже цельный. Да. 450, 20 долларов. We can sit here. Короче, возьмем какой-нибудь хлеба и здесь поедим. Вот о чем я говорил. Вот. Сверху какая-то хрень, похожая на волосы. Я не знаю, что это такое. Или, например, сосиски. Сладкая булка. Булка сама по себе сладкая, сосиски, как вы понимаете, нет. В общем, они это едят. Все идет с этими сосисками. Ну и стоит вся выпечка в районе там $1, наверное. Окей. Ау. Я думаю, что я возьму вот эту пиццу. Да, определенно. Что какие-то палочки. 14 тысяч, $0,5. В общем, как вы видите, по сути, цены-то не особо и низкие здесь. Вот багет. С мясом 10 тысяч, ну, 30 рублей. Блин, а здесь и целое дело с этими. Со всякой запеченной хренью. Свинина, курица, целые петухи. За килограмм курятины такой 600 рублей. $10 практически. Ладно, пойдем есть. Короче, общий счет у нас вышел 80 тысяч. 240. Вот за это, за воду, за эту булку, за ту и вот за багет. В общем, будем пробовать. Давай, поехали. Поехали. В общем, крабы. What is it, baby? В общем, крабы 289. $13 за килограмм.
Я думаю, они еще даже живые. Я хочу... Hey, wanna we take some crab? Крабы, рыба. Красная рыба здесь, например, филе стоит 400 тысяч, 1200 за килограмм. Не знаю, сравните сами с Россией. Креветки 53 тысячи вот за сколько грамм? В общем, 130 тысяч за килограмм. Это 6 долларов за килограмм. Краб? Краб 35 тысяч краб один. Because it's dead. Ага. Ну, мертвый. Мертвый краб 35 тысяч, то есть $1,5. Здесь идут живые они, крабы. 379, 289 тысяч. Это 13 долларов, это практически 18 долларов. Всякие ракушки. В общем, цены смотрите сами. Здесь очень много цен. Доллар 23 тысячи. Вот и считаете. 37 тысяч это $1,5. 2,49 тысяч. В общем, дофига всего. Это не лобстеры, это типа, не знаю, как они называются. Как правильно их называть. 900 тысяч за килограмм. 851. Но это на 3 умножать 2400 по рублям российским, но живые. А вот это лобстеры. Лобстеры по миллиону, в общем. По 3000 рублей за килограмм за лобстера. В общем, такие цены в маркете. Ну а если вы приедете отдыхать, и приготовленное никуда дороже стоит. Осетр. Осетр 245 тысяч, 10 долларов за килограмм. Дальше идем. Живые креветки. Стоят они 200 тысяч. Ну, 9 долларов в общем. Там рыба. Похоже на групперов, кстати. Не знаю, сколько стоит. 179. В общем, 8 долларов. Креветки, креветки. Какие-то большие, гигантские креветки. Привет, чуваки. Сразу вспоминаю фильм «Пацаны», где чувак, который общался с рыбами, он мог разговаривать с лобстером. Наверное, и с креветками. В общем, вот такие дела. Рыба. Вот это дешевая рыба на самом деле. 169 тысяч за килограмм. Это примерно 6 долларов. Чуть больше. Нет, не 6, 8 долларов 8. И здесь тоже все рыба. Да, рыба здесь. Что-то совсем дешевое. 60 тысяч за килограмм этой рыбы. Это 3 доллара все за килограмм. Живая. Ну и заморожка. Вот эта рыба. Типа рыбы змеи. Я не знаю, что это за рыба. Дофига стоит. Ой, я очень любит вот эту типа змеиную рыбу. Прикольная рыба какая. Стрёмная, я так сказал. Кстати, вот стоит 151 тысячу. 450 рублей. Говорит, лягушки. Лягушатина. Show me, baby. Can you show in front of your face and I make you лягушки. How much? 79. 4 доллара за килограмм лягух. Да. Я не знаю, можно ли это показывать в YouTube. Наверное, нет. Или можно, я не знаю. Wait, this is your snakefish, right? Hello. Работники, одеты как в России. Yeah, sure. Решили взять лягушек. Я лягушки не ем, Хо их ест. Но я пробовал, типа как курятина на самом деле на вкус.
Ничего против не имею, но, в общем, она их любит. И всякие моллюски здесь есть. Уже выставлены. Их достали из этих, из раковин. Вот это, например, устрицы. Уже достатые дурацкое слово. В общем, устрицы достали из ракушек. 57 тысяч, $2. Ну, $2,5. Всякие такие штуки. В общем, взяли мы набор лягушек. 34,000. $1,5. Нормально так сейчас лягушатины поедим. Нереально много овощей. Всяких разных. По ценам я не знаю. Для меня эти названия вьетнамские ничего не говорят. Помидоры. Оранжевые. $2. Красные черри. 71 тысяча. $3 за сколько-то грамм. Не знаю, сколько это грамм. В общем, видите сами. Лемонграсс. Лемонграсс обычно дешевый. В общем, не знаю, как вам сказать цены на всю эту траву, но, в общем, они вот здесь. Ну, в общем, по $1 за килограмм. На самом деле, все это дешево стоит. Вот такой пучок лука, он будет стоить, не знаю, рублей 9. Не знаю, как в России он стоит. В общем, такой салат. Я знаю, что у меня мама его любит. В России он дорогой. А здесь он... How much for this? Сейчас Кво скажет, сколько он стоит. Really? How much? This one 92 for 1 kilo. В общем, блин, и здесь тоже он дохера стоит. 300 рублей. 92 тысячи. В общем, да. Спаржа. Кто любит спаржу. Мини-морковь. Грибы всякие разные. Суповые наборы. В общем, да, фига всего. Бананы. Кимчи у них, кстати, уже приготовленное продается. Не знаю, в России продается, нет. Всего $2 за вот упаковку. Как это называется? Имбирь. 212 тысяч за упаковку. Сколько в упаковке? Я думаю, килограмм, наверное. Непонятно, сколько в упаковке. В общем, такая большая упаковка имбиря. 600 рублей. Блин, не дешево. Не знаю. Я никогда не покупал имбирь, но мне кажется, не дешево. Сейчас дойдем до фруктов. Бум, гигантские фрукты. Я не знаю, что это. Что-то гигантское. Как это вообще везти домой? Эй, what is it? Это джекфрут. Джекфрут, в общем. Гигантский какой. Я думаю, мандарины. Обычные мандарины, на самом деле. Ну, красные мандарины. Кто говорит, не видел их никогда. Дыни. Обычная дыня. Дыня, как называется, торпеда. Like, give me. About vegetable, we pay here, put on the scale on... No, everything later. BMX, окей? Сейчас спросил, пойду поделаю видео. Тыквы. Цены я не знаю, здесь непонятно, сколько это все стоит. В общем, такие дела. Лук, фрукты. Наверное, всех интересует, сколько стоит манго. И дуриан. В общем, дуриан стоит, такая упаковка, 240 тысяч. В общем, это, я думаю, рублей, $10. Вот, и пойдемте к манго. И манго 55 тысяч за $2 за килограмм, 49 тысяч за килограмм. В принципе, выглядят круто, мягкие. В общем, $2, 120 рублей за килограмм. Зеленый манго, он такой не сладкий ни хрена, но 43 тысячи. Его обычно едят они с солью и сахаром. Авокадо. Авокадо $1,5, 30 тысяч. Гигантские, клевые авокадо. Обожаю есть этот авокадо. 30 тысяч всего стоит. $1,5 за килограмм. В общем, вот такой краткий обзор. И, в принципе, вот арбузы, смотрите, сколько стоят. Килограмм.
Килограмм $1, 60 рублей. Dragon Fruit 20 тысяч, меньше $1. В общем, ладно, спасибо. Будем снимать потом еще. И... Bồn tử. черника. 149, 450 рублей за чернику. Ага, Hey, клубника. have you ever seen 125. have you ever seen dragon fruit but yellow? А, First ну, time I see. yeah. Говорит, увидела первый раз Dragon Fruit желтый. Так она вьетнамка. Я подобный его не видел никогда. Посмотрим. И вот он. Желтый Dragon Fruit. Охренеть. Очень круто. Красный и желтый. 65 тысяч. $3. $3 за килограмм желтого Dragon Fruit. Интересно, какой он внутри. Может взять, проверить. И дуриан. Дуриан и 74 тысячи за килограмм. В принципе, это недорого. Take the jacket. Науни. Линсо. В общем, мясной отдел. Блин, здесь реально холодно. Например, сколько стоит грузинка? 190 тысяч. Ну, в 3 раза умножайте. Это будет стоимость в рублях. В общем, 600 рублей примерно. Я в мясе вообще не особо разбираюсь, если честно, но, в общем, цены вам покажу. 325 вот за килограмм. Умножайте на 3, и это будет рублей. Сколько это будет в рублях? Такие штуки. Блин, дорогая вещь. Австралийское в основном все мясо. Вьетнамского здесь производителей не очень много. Такая штука. На 3 умножаем тоже. Куриные лапы. Здесь на вес золота. Курятина, ну, такие бедра стоят 42, 120 рублей за килограмм. В общем, да, не буду здесь долго задерживаться, что-то нереально холодно.